Привет! Сегодня я буду показывать свою косметику декоративную. Видео называется «Моя косметичка», но как таковой косметички у меня нет. Я почему-то терпеть не могу косметички. Вот прям раздражают они меня. Поэтому дома я храню косметику в коробке. Вот в такой. А с собой в сумке я обычно ношу только пудру и помаду. И поэтому там мне тоже не требуется косметичка. Ну что, открываю коробку. И в ней лежит вся моя косметика. Ну, практически вся. Вообще я довольно-таки мало пользуюсь косметикой, поэтому многое из того, что здесь лежит, выглядит почти как новое. Хотя лежит оно здесь уже не первый год. Вот такие дела. Ну что, начнем по порядку. С тональных средств. Я не пользуюсь какими-то прям кроющими тональными кремами. Не люблю это дело. Я предпочитаю более такие полупрозрачные текстуры, флюиды. В общем, что-то более легкое. И вот для этих целей я себе купила BB-крем от фирмы Холика Холика. Это корейский бренд. Матирующий BB-крем SPF 30. Так, цвет тут, по-моему, универсальный, это же BB-крем. Ну, в общем, если честно, я не очень им довольна. У него все-таки довольно-таки плотная текстура, и он может немножко подчеркивать шелушинки, что совсем не здорово. Вот. Ну, так на руке выглядит вполне. Правда, много намазала. Надо салфетки взять. Кстати, пахнет он очень приятно. Салфеток, я думаю, сегодня понадобится много. В общем, не очень я им довольна. До этого я покупала вот такой тоже BB-крем от Буржуа Healthy Mix. BB-крем цвет 01. Светлый. Ну и с ним та же самая история. Он скорее плотный, ну для меня. И тоже немножко подчеркивает шелушинки. Хотя я регулярно пользуюсь и скрабом, и кислотным пилингом. Ну вот так вот. Пахнет тоже здорово. В общем, не знаю, буду что-то еще присматривать.
до них у меня был вот такой крем. Это Сиси крем Milk Line от Белиты. Сияние совершенства, 10 в одном. В общем, стоил этот крем прям копейки. Очень дешево, но он мне понравился. Вот он прям такой, как я хотела. Полупрозрачный, ничего нигде не подчеркивает. Но он уже давным-давно, у него срок годности вышел. Я его оставила просто, чтобы показать. У него такая прям более водянистая, что ли, текстура. И вот он мне прям нравился. Запах тоже приятный. Но мне хотелось бы что-то все-таки не такое подозрительно дешевое. Но если я не найду, то, возможно, куплю его снова. Вот так вот. Так, дальше консилер. Вот такой у меня консилер от Эльф. Это двусторонняя штуковина. Тут с одной стороны консилер, а с другой хайлайтер. Так, цвет. Вот Fair. Не знаю, цвет это не цвет. Так. Хороший консилер, мне нравится. Такой он легенький, светленький. В общем, ну, запах такой себе. Вот консилером довольна. Вот с другой стороны хайлайтер, но как хайлайтер я его ни разу не использовала. Мне кажется, он ужасный. В описании к этому средству, по-моему, было написано, что можно использовать в качестве базы под тени. И вот в качестве базы под тени я его использовала. Ну и довольно успешно. Я думаю, ничего не видно. Вот. Ну, недавно я купила нормальную базу под тени. Вот такую. Это база от Art Deco или Art Deco. База под тени. У меня когда-то уже такая была. И она мне вполне нравилась. Единственное, что она быстро засохла. Так она выглядит. Она довольно густая сама по себе. И, к сожалению, быстро засыхает в баночке. Но она приятная, хорошая. Немножечко есть в ней блеска, но это все ерунда. Запах довольно резкий, но мне нравится. Так. Вот закрываю поплотнее. Но вернемся к консилеру. Подружка подарила мне вот такой консилер от Divage. Консилер Perfect Look Bad English. Цвет 01.
И у этого консилера интересный способ подачи, так сказать. Нужно крутить вот эту штучку, и он будет выдавливаться в кисточку. Ну, я, конечно, много выдавила. В общем, вот так. Это довольно плотный консилер. И, в принципе, наверное, нормальный, но мне кажется, что он мне темноват. Хоть и написано, что он, ну, номер 01, это, по идее, светлый. В общем, не знаю. Летом еще посмотрю. Запах нейтральный, нормальный. Вот. Даже на руке видно, что он прям выделяется. А теперь, что касается хайлайтеров. Есть у меня два вот таких пробничка от фирмы Rouge Bunny Rouge. Я их просто обожаю. Это два разных оттенка. Этот такой холодный, а этот теплый. Этот цвет 008 Sea of Tranquility. Такая вот прелестная баночка. Такая масенькая. Вот она откручивается, и здесь лопатка твердая. Ну, не очень удобная, она такая большая, но это пробник. Это не полноценный продукт. Неполноценный продукт. Так. И вот этот цвет, оттенок, он такой жемчужный, я бы сказала. Или перламутровый. В общем, красота. Его мне нравится носить зимой. Ну, прям совсем чуть-чуть. Поэтому мне этого пробника еще надолго хватит. Второй оттеночек 009 Sea of Shadows. А, нет, Showers. Sea of Showers. Этот тепленький. Я его люблю носить летом. Мне нравится помазать им ключицы, плечи. В общем, такие дела. И ходить сиять. Вот, я надеюсь, видно. Ну, они приятно пахнут, интересно. В общем, красота. Румяна. Есть у меня очень старые румяна буржуа в оттенке 16 Rose. Я даже не знаю, сейчас такие делают или нет. Очень они у меня давно, много лет. Ну, хотя по ним не скажешь. В общем, мне очень нравились эти румяна. Особенно их запах. Цвет такой нежный. Но они прям очень слабо пигментированы.
Я не помню, они с самого начала так слабо красили или просто со временем, не знаю, высохли или что. Но они сухие. В общем, переборщить ими невозможно. На пальцах лучше видно. Но мне очень нравится оттенок и запах, и мне жалко их выбрасывать, хотя ими уже не пользуюсь. Вот. Подруга подарила мне румяна в стике. Кремовые румяна. Так, L'Oréal. Я очень хотела румяна в стике. Мне казалось, что это прям то, что нужно. Но когда она мне подарила их, я немножко расстроилась, потому что мне показался цвет таким прям оранжевым. Ой, запах у них прям вообще обалденный. В общем, я думала, что они мне не подойдут. Но когда их наносишь, я побольше так нанесу. В общем, когда их наносишь и распределяешь, цвет становится таким нежным розовато-коралловым. И мне кажется, что он мне подходит. Такой теплый розовый цвет, как мои ногти, кстати. Вот, единственное, что форма вот этого стика оказалась не очень удобной в применении, потому что ну, вот так вот на щеки, если сразу намазать, то очень неудобно распределять. Поэтому приходится сначала вот так вот пальцами, потом на щеки. Ну, в общем, их тяжело распределить. А так, цвет, запах очень мне нравится. Оттенок не сказала. Оттенок Tangerine Please. Tangerine Please. Так, ну с лицом вроде закончили. Всякими бронзерами и как контурингами, скульпторами. Вот я ими не пользуюсь. Мне не нравится. Так, дальше. Что у нас дальше? Брови. Для бровей у меня тоже ничего нет. Когда-то я подкрашивала немножко карандашом, но сейчас не крашу ничем. Это такой, мне кажется, дух противоречия против вот этой моды на широкие густые брови. Вот, ну, у меня и свои нормальные, в общем, не крашу. А, я же забыла про пудру. Лежит тут на самом видном месте. Это пудра Guerlain. Мне ее подарила подруга на день рождения. Сама бы я, наверное, не разорилась на такую дорогую пудру. Вот. Ну, Guerlain это Guerlain. Как она открывается-то? Такая пудра. Тут пуховка, не пуховка. Как ее звать-то? Спонжик. И сама пудра. На ней эмблема Guerlain. Уже немножко подстерлась. А цвет это 02 светлый беж. Но она такая прям светленькая. Хорошо мне подходит. Ну и, конечно же, она замечательная. И пахнет она прекрасно.
Жаль только, что на футлярчике видно малейшие следы. Конечно, не здорово. Вот. Ну вот, про брови сказала. И дальше покажу карандаши для глаз. Один, второй, третий. Вот он. Ну и покажу заодно точилочку. Точилочка Ruby Rose. Вот у меня 3 карандаша для глаз. Черный карандаш от Vivienne Sabo. Регард Кокет 301. В общем, как было дело. Моя подруга училась макияжу, проходила курсы макияжа, и я была у нее подопытным кроликом. Вот, и, в общем, как-то они вместе с мастером сделали мне, прокрасили межресничное пространство черным карандашом. То есть это не как стрелка, а что-то такое более естественное. И мне так понравился эффект, что я купила себе вот черный карандаш для этих целей. Но, честно говоря, у меня не так получается красиво это делать. Это довольно-таки трудно прокрашивать межресничное пространство. Карандаш моментально тупится, и эффект какой-то не тот. В общем, не очень у меня получается. Сам по себе карандаш хороший. Хорошо красит. Черный. В общем, если нужен черный карандаш, то рекомендую. Он стоит совсем недорого. Так, еще у меня есть серый карандаш от Rouge Bunny Rouge. Это цвет 0,62 Лилит. Очень красивый цвет. Прям темно насыщенный серый, без какого-либо блеска. У меня до этого был серый карандаш с металлическим блеском. И сейчас я понимаю, как это было ужасно на мне. Вот этот карандаш гораздо красивее смотрится. Вот. Но серый, мне кажется, все-таки не совсем мое. Поэтому я купила коричневый карандаш. Карандаш от Гош. Там было несколько у них коричневых оттенков. Меня это прям очень удивило, но это карандаш для глаз, не для бровей. Так, проверю на всякий случай. Ну да, айлайнер для глаз. И вот цвет прям идеальный. Такой шоколадный. Не слишком теплый. Вообще классный. Я очень довольна. Красит он хорошо. Можно его вот так выкручивать. Вот. Помимо карандашей у меня есть подводка. Подводка Диваш, Precision. В общем, такая подводка. Ну и она не очень.
видно, что у нее очень слабенький цвет. Еще видно, как она растекается. В общем, фу-фу-фу. Не помню, сразу она такая была или со временем стала. В общем, я купила другую подводку. Так. Да, от Rouge Bonnet Rouge. Подводка такого же типа. Цвет черный. Так, сейчас скажу. 0,50 Raven Glaze. Ну и видно, что это совсем другое дело. Более черный цвет, более тонкие линии. Это мне нравится. Но я особо не успела ей попользоваться. Так что вот так вот. Дальше я покажу, какие у меня есть тени для век. Вот такая палетка от Essence Get Picture Ready. С обратной стороны здесь видно, какие цвета. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветов. Но видно, что они такие нюдовые. Нюдовая палетка. Вот так они выглядят. Очень нежные, естественные. Для естественного макияжа. И я чаще всего использую вот этот оттенок, чтобы так ненавязчиво выделить складку века. Ну, в общем, так, я думаю, видно получше. Если хочется поярче, то я добавляю вот цвет потемнее. Прям такой насыщенный. По качеству тени мне очень нравятся. Они хорошо набираются, мягенькие такие. В общем, мне нравится. И вторая палетка относительно недавно у меня появилась. Это палетка от Sleek. Sleek. Так. Ну вот 658 All So Special, это, видимо, название палетки. Ну вот этой палеткой я еще толком не пользовалась. Один вот этот цвет пробовала. Такой он розовато, ну, теплый розовый металлик. Вот этот похолоднее розовый металлик, этот потеплее. Такой деликатный. Чем-то цвета здесь повторяют предыдущую палетку. Например, вот этот такой коричнево-серый. Есть просто коричневый.
черный есть. Он такой достаточно насыщенный. Есть цвет темное серебро. Это какой-то медный. Но вот золотого нет. Зато вот эти два цвета прям суперские. Посмотрю, как набирается серебро. Ну, отлично. Вот, передача прям классная. В общем, вот, тоже приятная по качеству палетка, но я очень мало ей пользовалась, поэтому многого не могу сказать. Вот какие-то мучные оттенки. На пудру похоже. И есть у меня еще пара старых палеток, но я их уже не буду показывать, ладно? Также у меня отдельно лежат тени от Тамми Танука. Сейчас я открою коробку. Вот это тени в таких маленьких баночках. И у меня здесь самые разные цвета. Я про эти тени снимала отдельное видео. Ну, точнее, про половину. Вторую половину я тоже как-нибудь обязательно сниму. Так что я не буду подробно на них останавливаться. Покажу, наверное, вот один из любимчиков. Это принимающая звездные ванны. Очень красивый оттенок, он переливается из розового в бирюзовый. Тени рассыпчатые. Он такой легкий, искрящийся. И прям настроение такое сразу волшебное. Тушь. Вот такая тушь от Estée Lauder. В общем, какая-то объемная тушь. Extreme Black. Ну и в целом тушь неплохая. Единственное, что очень уж у нее большая щеточка. Она прям гигантская. Так что она действительно делает ресницы объемными, красивыми, но накрасить так, чтобы не измазать все вокруг, очень проблематично. Ну и в целом такую же по качеству туши, как мне кажется, можно купить и дешевле. Вот. Но эта тушь у меня уже старая, я ее разбавляла несколько раз, так что ей уже пора на покой. И купила я новую тушь от Rouge Bunny Rouge. Ну прям стихи. Rouge от тушь Bunny Rouge. Ну прям стихи какие-то. Тушь от Rouge Bunny Rouge. Так, моделирующая тушь Witchery. Оттенок Midnight. И у этой туши щеточка поменьше, поаккуратней.
Она, кстати, силиконовая. И ей, конечно же, гораздо более удобно красить ресницы. Но, к сожалению, она меня не впечатлила, потому что она дает такой эффект естественных ресниц. Красит реснички очень деликатно. А я предпочитаю, если уж красить ресницы, то чтобы прям опахало получались. Так что я немножко разочаровалась. Как же мне нравится этот звук. Обожаю. Вот. Была у меня любимая тушь от фирмы Буржуа. Называлась она Ультра Curl, то есть подкручивающая тушь. И у нее была изогнутая щеточка. И вот эта тушь мне прям очень нравилась. Очень удобная щеточка. Прям красишь ресницы такие красивые-красивые. В 2 слоя эффект прям вау. Меня даже спрашивали, не нарастила ли я ресницы. Но вот что-то последнее время я эту тушь нигде не вижу. То ли ее перестали делать, то ли что. Вот, а так она мне прям очень нравилась. Ну и осталось все для губ. Вот такой карандашик. Очень старый, от Буржуа. В оттенке 19 Sienna Kiss. Цвет у него бежево-розовый, такой нейтральный. Но у меня к нему никаких претензий никогда не было. Хороший карандаш. Мне нравилось покрасить им полностью губы и сверху добавить чуть-чуть блеска. И тогда все это дело долго держалось. И еще один у меня есть карандашик. Это опять Rouge Bunny Rouge. Мне очень жалко выбрасывать коробочки от этой фирмы, потому что они такие красивые. Такие узоры. Всякие цветочки. Красота. В общем, это карандаш для губ в цвете 0,67 марку. Ну, это такой насыщенно, даже не знаю, как сказать, насыщенный розовый, но при этом не яркий. Такой приглушенный, очень благородный, красивый оттенок. Этот по сравнению с ним какой-то рыжий. Вот. В общем, хороший карандашик. И теперь помадки. Помадки. Вот такой блеск для губ от Clarins. Instant Light Natural Lip Perfector. Перфектор. Этим блеском я пользуюсь в основном летом, потому что у него такой оранжево-персиковый цвет. Но он полупрозрачный, поэтому он не выглядит на губах оранжевым, а выглядит вполне приятно. И тут такая прикольная пушистая штучка, не знаю, как это назвать-то. Почему он выдавливается на вот такую пушистую штучку. Очень приятно наносить его на губы. И он очень приятно пахнет. Таким сладким, не знаю, чем-то ванильно-мандариновым или что-то такое. Вот. В общем, очень приятная вещь.
Это блеск от Estee Lauder в оттенке 420 Reckless Bloom. Такой красивый флакончик. И сам блеск такого нежно-розового цвета с обилием серебристых блесток, шиммера. Он тоже обалденно пахнет. Холодный, светлый, розово-бежевый цвет. Полупрозрачный и очень сияющий. И очень вкусно пахнет. Дальше две помадки, как мне кажется, похожего между собой цвета. Это блеск от Ева Мозаик. Ну, какой оттенок, тут непонятно. Нету названия оттенка. Цвет, я бы сказала, насыщенно розовый, но не яркий. С таким каким-то коричневым подтоном, что ли. В общем, непростой цвет, и он мне очень нравится. Универсальный оттенок. Единственное, что вот эта вот штучка неудобная. Мне не нравится вот этой штучкой мазать на губы. Такая она пластиковая, неприятная. А это очень старая помада-карандаш. На ней уже стерлись все надписи. Но, по-моему, она от фирмы Rimmel. Но я не уверена. Вроде бы Rimmel. Ну, оттенок здесь тоже уже не найти. И мне кажется, что немножко похожи цвета. Может быть, вот этот чуть похолоднее. Полупрозрачная помада. И цвет очень сложный. Розово-бежево-коричнево-сиреневый. И этот цвет, он меняется в зависимости от освещения. То есть он может быть более теплым и может быть более холодным. Причем это прям явно прослеживается. В общем, тоже мне очень нравится. И она обалденно пахнет ванилью. Но вот сейчас смотрю, кажется, что они разные. Когда ношу, кажется, что очень похожие цвета. Помадка от Rouge Banni Rouge. Так, оттенок Mysterious Magnolias 0,98. Это полупрозрачная помада. Мне нравится именно полупрозрачная. И она светло-розовая. Но вот на руке оттенок видно. На губах, к сожалению, слишком светлая она оказалась. Я ожидала, что она будет немножко более насыщенного цвета, потемнее. А так полностью сливается с цветом губ и получается как просто бальзам. Ну, наносить ее очень приятно, она приятно пахнет. И очень приятный флакон. Такой тяжеленький, красивый,
хорошо открывается, хорошо закрывается. Одно удовольствие. Вот, ну, знала бы, взяла бы цвет потемнее. И последнее — это прозрачный блеск для губ от Essence. Бесцветный. Просто блеск для эффекта влажных губ. Ну, довольно приятный, но я им особо не пользуюсь. Я его купила, потому что когда-то я планировала, что буду снимать видео 100 слоев блеска для губ. Меня так впечатлила эта идея, что я тоже хотела такое снять. Но потом передумала. Еще у меня здесь лежат матирующие салфетки. Это от фирмы Zetua. 2 пачечки. Летом просто незаменимая вещь, если лицо любит блестеть как блинчик. Вот. Отличная вещь. Вот так выглядит одна салфеточка. Очень удобно ей промакивать лицо. Рекомендую. Так, что-то еще я хотела показать. Ну вот я еще каждый день по несколько раз пользуюсь гигиеничкой. Какой-нибудь. Сейчас это Sierra Bis с сайта iHerb. И покажу свой стакан с кисточками. Вот такой у меня страшненький стаканчик, в котором стоят кисти для макияжа. Так, еще здесь есть пинцетик для бровей. И вот довольно-таки много кисточек. Вот это большая кисть для пудры от Буржуа. И она в пудре. Кисть поменьше для румян. И риск. Это какая-то дешевая кисточка. Так, щеточка для бровей и ресниц. Ну, для ресниц это ужас ужасный. Совершенно невозможно что-то ей расчесывать. А брови я немножко причесываю, если не забываю. Так, вот эта кисть для губ. Я ее покупала для мамы, но ей не понравилось. И вот это все кисточки для теней. Это 2 двусторонние кисточки EcoTools.
Хорошие у них формы, мне нравятся. Такие пушистенькие. С этой стороны тоненькая косая кисть. Тут с одной стороны растушевочная, с другой такая какая-то коротенькая, плотненькая. Вот такая довольно крупненькая растушевочная. Это фирма Обу, номер 35. Никогда не пробовала водить кистью по микрофону. Так, вот это тоже растушевочная кисть от Estee Lauder. Так. Вот это так называемая кисть бочонок. Но на ней не написана фирма, написан только номер 1125 для проработки уголка. Я такая прям умная. На самом деле краситься-то я не умею. Так, и вот это все плоские кисточки разного размера. Все они от фирмы Ириск. Какой-то был такой дешевый набор. Вот здесь покрупнее. Две маленькие совсем для каких-то точечных проработок. Это побольше. И вот эти три средненькие, одинаковые. Ну вот, теперь вроде точно все показала, все рассказала. Большое спасибо за компанию. Желаю приятного отдыха. Увидимся в следующих видео. Пока.